Всем привет, друзья! С вами Инесс, это 20-й юбилейный выпуск «Хочу узнать». Погнали! Storm Spirit может использовать любые предметы в своем ультимейте. Однако, я думаю, мало для кого это является сюрпризом. Но вот что действительно интересно, это то, что Storm может использовать в ультимейте Blink Dagger и Shadow Blade. При помощи Blink Dagger мы можем отменить наш ультимейт в любую секунду. Может быть достаточно полезно, если мы чувствуем, что летим куда-то не туда. Также подобным образом можно постараться развести противников на использование БКБ или других скиллов. Shadow Blade и вовсе крайне интересен. Дело в том, что электрический шар Storm Spirit просто исчезает после использования Shadow Blade. Подобным образом можно устраивать очень эффективную и скрытную инициацию. Иногда отсутствие хоть одного стана против БКБ может быть настоящей проблемой. Особенно если вы играете против героя типа Энигмы. Если вам нечем сбить ее блэкхол в БКБ, то выиграть в драке может быть очень тяжело. Эта проблема есть на всех уровнях игры, от самого слабого паблика до профессиональных игр. Между тем, есть простое решение, которое может помочь в данной ситуации. Это большой лесной тролль, среди скиллов которого есть сетка. Эта сетка сбивает любые прерываемые способности даже через БКБ. Для успеха операции достаточно лишь переманить тролля при помощи доминатора и все время держать его где-то неподалеку. Оракл – один из самых малоиспользуемых героев в доте. Отчасти так сложилось потому, что никто не может придумать достойных комбинаций для использования его способностей. Я хочу исправить это и порекомендовать вам одну. Оракл при помощи Purifying Flames наносит урон, но и накладывает лечение на цель. В общем-то, лечение чуть больше, чем урон, однако это не самый эффективный способ лечить союзников в драке. Но это касается не всех героев. Дело в том, что тип урона от этого скилла магический, и соответственно он снижается от магического резиста. Таким образом, Purifying Flames может быть весьма эффективен даже в бою, если вы примените его на героев типа антимага или хускара. Антимаг с 4-м спелл-шилдом будет получать около 130 урона, и при этом лечение в размере 400. Хускар, потерявший 70% жизней, получит около 100 урона, а если Хускар потеряет 90% жизней, то он получит всего 20 урона. С Хускаром, пожалуй, это чуть ли не лучшая комбинация. Еще очень эффективно это работает вместе с Templar Assassin. Дело в том, что она под включенным рефракшеном и вовсе не получит никакого урона. Purifying Flames просто снимет один заряд на рефракшене и наложит на темпларку баф от лечения. Очень важно знать, что Тускар в своем шаре может беспрепятственно кататься под хроносферой Войда и забирать своих союзников с собой. Таким образом, при игре за Тускара вам достаточно не попасть в хроно и найти любую цель, на которую вы сможете применить шар, чтобы прокатиться под хроносферой и спасти своих союзников. Таким образом, оставив Войда не удел. Напоследок очередная фишка за земляного спирита. Этот товарищ умеет творить много разной грязи. Одна из фишек — это делать из своих крипов варды. Я не рекомендую заниматься этим на старте, так как вам понадобится минимум 2-й уровень и определенный запас маны. Так что лучше заняться этим где-то посередине игры, когда у вас уже есть достаточно маны и появилось свободное время. При игре за Radiant мы проедаем 2 вот этих дерева и встаем так, чтобы притянутый нами крип не смог выбежать. Тянем крипа, ждем кулдаун на гриб. Используем Rolling Boulder направо, тянем крипа еще раз. После чего снова ждем, используем еще один балдер на гору и притягиваем крипа сюда. Все, крип будет тут стоять и давать нам видимость. При игре за Дайр все несколько проще. Встаем вот сюда и притягиваем крипа. Он застрянет в деревьях. Далее закатываемся на гору и тянем этого крипа туда. Опять же, бесплатный вард нам обеспечен. В общем-то, это всего лишь 2 примера. Если вы приложите фантазию и немного поэкспериментируете, то сможете найти еще пару мест, куда можно подобным образом затолкнуть крипов.
Ну что ж, ребята, 20-й выпуск подошел к концу, а вместе с ним и весь первый сезон шоу «Хочу знать». Мы берем небольшой тайм-аут, и, скорее всего, после него шоу претерпит некоторые изменения и будет о кое-чем другом. Так что следите за обновлениями на нашем YouTube и наших социальных сетях. Скоро вернусь. Приготовились? Начали. Для успеха успеха. Ага. Я вроде русский, всю жизнь живу в России, но с языком тяжело. Не любил гуманитариев никогда, гуманитарные эти, когда математикой занимался. Начали. Математика. Я математик. Но сейчас я и биквадратные уравнения не решу. Хотя скорее всего, шоу претерпит некоторые изменения. Следите за обновлениями в нашем YouTube и наших социальных сетях. Скоро вернусь. Да. Я так-то никуда не ухожу, вот в чем дело. У меня же куча других шоу. We'll be right back.